Всем привет! Меня зовут Земфира. Добро пожаловать на мой канал, на канал Z Handmade. Это четвертая часть видео мастер-класса по вязанию шарика из простоквашино. Провязали 18 рядов без изменения, в каждом ряду по 32 столбика без накида с 20 по 37 ряд включительно. И я еще немного наполнила наполнителем. Далее продолжаем, отмечаем новый ряд и следующий ряд 38. В этом ряду провяжем так: 14 столбиков без накида, 1, 2, 3, 4, 14. Далее вяжем одну убавку, провязываем 2 петли вместе за передние стенки. Повторим такую комбинацию еще один раз, и итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 30. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 39. В этом ряду вяжем так: 3 столбика без накида, 2, 3, плюс 1 убавка. Так мы повторим до конца ряда, и итоговое количество петель у нас должно получиться 24. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 40. В этом ряду будем ввязывать ручки, верхние лапки. Для начала провяжем 1 столбик без накида. Далее берем одну лапку и провяжем вместе с туловищем 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4 столбик без накида. Далее по туловищу вяжем 8 столбиков без накида. 2, 3, 8. Берем вторую верхнюю лапку, прикладываем к туловищу и также вместе с туловищем провяжем 4 столбика без накида. И до конца ряда провяжем 7 столбиков без накида. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 41. В этом ряду вяжем так: 2 столбика без накида плюс 1 убавка. Так повторим до конца ряда, и итоговое количество петель у нас должно получиться 18. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 42. В этом ряду вяжем так: 1 столбик без накида плюс 1 убавка. Так повторим до конца ряда, и итоговое количество петель у нас должно получиться 12. Провязали, вытянем слегка петлю и наполним наполнителем. Итак, наполнили наполнителем. И еще хочу сказать, чтобы голова игрушки была устойчивой, вот эту вот часть и далее шею наполняем достаточно плотно, так как у шарика голова будет тяжелая из-за ушек, поэтому следим за тем, чтобы в этих частях наполнителя было достаточно. А вообще, как наполнять голову игрушки наполнителем так, чтобы она была устойчивой, я подробно рассказываю и показываю в вязальном видео шпаргалочки. Ссылочку на то видео я оставлю в описании под этим видео. И продолжаем наше вязание. Следующий ряд 43. Его мы вяжем без изменения. 12 столбиков без накида.
Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 44. В этом ряду вяжем 12 прибавок подряд. И итоговое количество петель у нас должно получиться 24. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 45. В этом ряду вяжем 24 прибавки подряд. И итоговое количество петель у нас должно получиться 48. Провязали, новый ряд отметили, следующие 7 рядов вяжем без изменения. В каждом ряду по 48 столбиков без накида. С 46 по 52 ряд включительно. Провязали, следующий ряд 53. В этом ряду будем формировать щеки. Для начала с каждой стороны, с левой и с правой стороны, маркерами отметим 12 петель. И эти 12 петель мы провяжем 6 убавками с каждой стороны. Итак, у меня в 53 ряду получается так. Вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Далее маркер этот первый сниму. Далее вяжем 6 убавок подряд. Провязываем по 2 петли вместе за передние стенки. Первая убавка. Вторая убавка. И дошла до 6-й убавки. Маркер снимаю. Вяжу 6-ю убавку. Далее до следующего маркера вяжем 18 столбиков без накида. У вас это количество может отличаться, так как при вязании плюшевой пряжи рабочая нить натягивается у нас у всех по-разному. Кто-то вяжет плотно так же, как и я, тогда у нас все с вами совпадет. Или же кто-то вяжет послабее, чем я. Тогда высчитывайте все петли самостоятельно. Итак, провязала я 18 столбиков без накида. Снимаю маркер и далее вяжу 6 убавок подряд. И до конца ряда вяжем еще 3 столбика без накида. Итоговое количество петель в этом ряду должно получиться 36. Отмечаем новый ряд. Следующий ряд 54. В этом ряду вяжем такую комбинацию: 4 столбика без накида, 2, 3, 4. Далее вяжем одну убавку. Так мы повторим до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 30. Провязали, новый ряд отметили. Следующие 4 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 30 столбиков без накида. С 55 ряда по 58 включительно. Провязали, новый ряд отметили. Следующий ряд 59. В этом ряду вяжем так: 3 столбика без накида, 2, 3, плюс 1 убавка. Так повторим до конца ряда. И итоговое количество петель у нас должно получиться 24.
Провязали, вытянем слегка петлю и наполним голову игрушки наполнителем. Голову игрушки наполнили наполнителем и далее фиксируем глазки. Фиксируем их между 54 и 55 рядами. На расстоянии друг от друга 4 столбика. По одному столбику прячутся под глазками и видными остаются 2 столбика между глазками. Далее продолжаем наше вязание. Следующие 2 ряда вяжем без изменения. В каждом ряду по 24 столбика без накида. Это у нас получается 60 ряд и 61. Провязали, новый ряд отметили, следующий ряд 62. В этом ряду будем ввязывать ушки. Для начала провяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Берем одно ушко, прикладываем к голове игрушки и провяжем вместе. Провяжем 5 столбиков без накида. Первый столбик без накида, второй, третий, четвертый и 5 столбик без накида. Далее по голове игрушки вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 6. Берем второе ушко, также прикладываем к голове игрушки и провязываем вместе. Провязываем 5 столбиков без накида. Провязали и до конца ряда вяжем 2 столбика без накида. Отмечаем новый ряд и далее нам надо будет провязать еще 3 последних ряда. Провяжите это самостоятельно, потому что мне уже здесь совсем неудобно вязать, игрушка длинная. Вот эти 3 ряда вы без меня справитесь, они очень легкие. Схему этого вязания я напишу здесь на экране. И по ходу вязания дозаполним голову игрушки наполнителем. Провязали, дозаполнили голову игрушки наполнителем. Рабочую нить протягиваем и отрезаем ее, оставляя хвостик длиной сантиметров 10. И этим хвостиком стягиваем вот это вот отверстие. Как я это делаю, я подробно рассказываю и показываю в вязальной видео шпаргалочки. Ссылочка под этим видео. И продолжим наше вязание уже в следующей части, поэтому кто не подписан на мой канал, предлагаю подписаться, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить 5-ю часть видео мастер-класса «Шарик из Простоквашино». Всем спасибо большое за вязание вместе со мной. Всем пока-пока!